Добрый день, мои дорогие зрители и гости моего канала. Я снова рада вас приветствовать. И сегодня мы с вами будем печь очень вкусный пирог со свежими сливами и с хрустящим ореховым штройзелем. Вот такой у нас с вами получится очень вкусный пирог. Не забудьте посыпать его сахарной пудрой. Для этого нам понадобится 115 граммов сахара, 340 граммов муки, 230 граммов растительного масла, 4 яйца, 4 спелых крупных сливы, 75 граммов ореховой муки, ванилин, разрыхлитель и 150 миллилитров молока. Для начала нам нужно будет взбить яйца с сахаром в пышную пену до бела. И на это у вас уйдет приблизительно 5-7 минут. Затем добавляем растительное масло, добавляем молоко, ореховую муку, вы можете использовать фундук либо миндаль. Затем добавляем обычную пшеничную муку, добавляем разрыхлитель, добавляем ванильный сахар. Затем все ингредиенты необходимо перемешать миксером на медленной скорости, либо также вы можете перемешать тесто лопаткой. Итак, первое тесто у нас готово. Отставляем его в сторону и готовим штройзель. Для этого нам понадобится 170 граммов муки, 150 граммов сахара. Сюда же мы добавляем 65 граммов ореховой муки и пакетик ванильного сахара. Следом добавляем 110 граммов сливочного масла и скребочком аккуратненько все это тесто, все ингредиенты превращаем в очень красивую крошечку. Если у вас есть желание, то вы можете перемешать это все в миксере. Я же сделала с помощью скребка. Вот такая крошечка у меня получилась. Теперь нам необходимо нарезать сливы на дольки. Затем я взяла раздвижное кольцо, выбрала диаметр 26 сантиметров, можно сделать даже и 30 сантиметров. Просто пирог будет немного пониже, его будет намного легче испечь. Тесто распределяем по форме и сверху потом аккуратненько выкладываем дольки слив. Выкладывайте их по кругу, близко друг к другу. Слива спелая, сладкая, очень сочная. Это получается очень вкусная начинка в данном пироге. Также вы можете использовать абрикосы, персики, яблоки, груши. Это универсальное тесто. И теперь сверху мы будем посыпать данный пирог штройзелем. Если вы не любите много посыпки, вы можете сделать половину данного рецепта. Если же вы любите, чтобы посыпки штройзеля было много, то используйте полностью весь рецепт. Выпекать пирог мы будем при 170 градусах приблизительно час или час 10 минут. На режиме обычном вверх-вниз. Если вдруг что-то вам не понравилось, как вы распределили штройзель, вы можете взять чайную ложечку и аккуратненько распределить штройзель сверху, помочь ложечкой, но не надо прижимать, просто аккуратненько, ровненько все распределите. В итоге у меня получился вот такой румяный ароматный пирог с хрустящей ореховой корочкой. Также сверху не забудьте посыпать его сахарной пудрой перед подачей. Сахарная пудра придаст ему завершенный вид. Вот такая красота и вкуснота получилась у меня. Если вы повторите этот рецепт, то получится и у вас. Если у вас будут какие-то вопросы, даже какие-то пожелания, советы, обязательно пишите. Я буду рада вам на них ответить, помочь с ответами, с советами тоже. Не забывайте подписываться на мой канал, обязательно ставьте лайки.
нажимайте на колокольчик, чтобы знать, когда у меня вышло новое видео на канале. Я желаю вам всего доброго и до новых скорых встреч!